Всем привет, с вами Айман Яскараева, юрист в Дубае. В данном видео я сегодня буду освещать тему, когда вы заключаете договор на покупку квартиры. Представим себе такую ситуацию, что вы уже выбрали помещение, объект, что вы уже согласовали все основные условия с застройщиком. Мы сейчас будем говорить в целом о застройщике, но эта информация, она в принципе может применяться, если вы покупаете на вторичном рынке. То есть мы понимаем, да, когда мы у застройщика покупаем, мы покупаем непосредственно у девелопера. Если мы покупаем на вторичном рынке, мы покупаем у любого продавца, того, который уже купил, владеет недвижимостью. То есть отличается тем, что, как правило, застройщики продают в новых домах, вот они только построили, и вы можете быть первым владельцем. Друзья, в данном видео я не останавливаюсь на аспектах, как выбрать квартиры и так далее, то есть это отражено в моих других видео. В данном видео непосредственно приступаем к процессу подписания. Итак, перед тем, как подписать ваш договор купли-продажи, или мы называем его SPA, Sales and Purchase Agreement, это договор, который вы подписываете с застройщиком. Прежде чем его подписать, необходимо обратить внимание на следующие важные моменты. Во-первых, вам необходимо будет первым делом ознакомиться со всеми его положениями и условиями контракта. Термины, определения. Если вам что-то непонятно из терминологии, друзья, вы можете загуглить это, просто понять, спросить у риэлтора. То есть рядом с вами, если нет юриста, который вам объяснит те или иные термины, вы можете сами, в принципе, методом анализа, методом изучения понять эти термины. Это очень важно, потому что вы подписываете договор, который вам дают в одностороннем порядке. Вы не имеете права менять условия, как правило, вообще. Застройщики дают вам на подписание, то есть в одностороннем порядке вы принимаете условия данного контракта, поэтому очень важно понимать, на что вы соглашаетесь. Еще одним важным моментом, друзья, является проверить, очень важно до того, как вы подписали, есть ли какие-либо дополнительные расходы на вас, то есть траты, о которых вы не знали, возможно, здесь договор вам с каким-то образом обязывает подписать с кем-то какие-либо соглашения, те же страховые, менеджмент компании, какие-то дополнительные взносы, платежи, очень важно посмотреть. Обязательно посмотрите план квартиры, на что вы согласовали условия, квадратуру вы можете сверить. В последующем, конечно, вы однозначно это сверите, когда вы будете принимать уже квартиру. Также очень важно проверить суммы оплат, сроки оплат, посмотреть именно порядок расчетов. И самое главное, также сверить данные, чтобы ваша фамилия, имя были правильно указаны, ваши email, адрес, телефоны, чтобы вас всегда могли найти. Итак, друзья, вы первый этап прошли, договор проверили, вам он нравится, устраивает, то есть все ваши условия вы поняли, по крайней мере, на что соглашаетесь, посмотрели уровень ответственности, который вы несете, то есть все эти моменты за вами закрылись, вы уже понимаете, что вы берете в любом случае данный объект с этим договором. Теперь процесс подписания договора. Друзья, процесс подписания договора довольно-таки, казалось бы, легкая процедура, но очень часто на этом этапе, я сейчас не говорю даже о застройщиках, о договорах, которые вы подписываете на приобретение недвижимости, но в целом бывает такое, что в международных вообще переговорах говорили одно, договор проверили один, а в-третьих, на этапе подписания что-то принесли совершенно там небольшое, казалось бы, внесли изменения, но это существенные изменения. Поэтому, друзья, самое главное, когда вы подписываете контракты, нужно проверить, чтобы то, что вы читали, именно соответствует тому, что вы распечатали и вот сейчас подписываете. Это очень важно. Поэтому проверьте каждую страницу, запарафируйте каждую страницу, то есть это подписывайте вот прямо лично каждую страницу и просите, чтобы ваш контрагент тоже подписал лично каждую страницу. Когда у нас сейчас все делается онлайн, загрузка документов производится онлайн, даже если вы будете судиться в последующем, то вы будете доказывать только на основании вот электронных версий. И очень важно, чтобы не было фактов подмены страниц, подписывать каждую страницу, парафировать. Обязательно проверьте даты, ставьте даты сами, обязательно проверьте суммы, чтобы не было каких-либо помарок, недочетов, которые дело даже не в том, что вы, может быть, опечатка такая вызывает какие-то у вас в последующем ответственность. В целом, то, чтобы у вас не было потом дополнительных издержек по исправлению контракта, по пересылке контракта, которые иногда зачастую заключаются через курьерскую службу, отправка идет оригиналов. Поэтому очень важно здесь вот такие вот нюансы, именно даты, цифры сверить, имена ваши обязательно.
телефонные номера и так далее. То есть все эти важные, казалось бы, цифры, очень важно вам лично проверить, убедиться, что это все точное. Друзья, сделайте копию тех документов, которые вы подписываете в обязательном порядке. Конечно, себе оставляйте, храните их отдельно электронную версию, а также сделайте себе копию квитанций, чеков, подтверждающих оплату документов. Друзья, очень интересный важный момент. На стадии, когда вы подписали контракт со своей стороны, если вы не получили контракт, подписанный контрагентом, будь то застройщик или в принципе ваш любой контрагент, то ваш договор не считается заключенным. То есть вы ставите себя в такие условия, когда вы согласовали условия, отправили его контрагенту, а если он не подписал, он может подписать в любой момент и в принципе сказать, что ваши отношения действуют, да, вступили в силу законную. Либо же он будет это придерживать и говорить, что у вас нету никаких отношений. То есть поэтому очень важно, чтобы помимо того, что вы подписали, отправили, обязательно получить документ с подписями уже контрагента вашего партнера. Если у вас есть сомнения, да, в том, что вам вернут уже подписанный вариант, вам нужно обязательно в любом случае закреплять это в e-mail переписке. То есть вы подкрепляете документ, договор, подписанный с вашей стороны, а также прописываете о том, что вы ждете подписанный с их стороны договор, показываете, возможно, если вы уже провели оплату, какие-либо документы, которые подтверждают. В целом такое приветственное сообщение, на которое надо также дождаться ответа, хотя бы если бы письменно подтвердят, что да, мы вам вышлем подписанный вариант, это уже в будущем намерение о подписании договора. То есть эти важные моменты, чтобы не получилось, что вы проводите оплату, подписываете договор, а контрагент вам договора не отправил, и ваши отношения и вроде как не закреплены. Друзья, как правило, после того, как вы подписали ваши договоры, я сейчас опять возвращаюсь к застройщикам, у которых мы покупаем помещение, квартиры, вы ждете title deed. Если вы покупаете на вторичном рынке недвижимость, то ваш title deed, так называемый правоудостоверяющий документ на недвижимость, будет готов в тот же день, в момент совершения сделки. Если вы будете покупать у застройщика, здесь есть временные рамки, когда застройщик не сразу вам предоставляет title deed, он, то есть определенный период процедурно проходит какое-то время, прежде чем вы получите документ, подтверждающий право вашей собственности на эту недвижимость. Когда наступает момент получения title deed, вам необходимо будет удостовериться, что ваши данные верны. То есть это самые главные моменты, когда вы смотрите на вашу фамилию, чтобы была правильно указана, чтобы это был тот объект зарегистрирован на вас. Если у вас есть сомнения, вы можете также дополнительно проверить в земельном департаменте, чтобы у вас именно title deed ваш в Dubai REST есть мобильное приложение, вы можете проверить, либо непосредственно в земельном департаменте вы уточнить. Ну, то есть здесь такой процедурный момент, что особо бдительные люди перепроверяют, чтобы ваше имя появилось в регистрирующей системе, хотя title deed является документом, который подтверждает, что вы зарегистрированы. Друзья, юридически после получения title deed вы становитесь собственником, а теперь, когда вы фактически принимаете недвижимость, квартиру, называется процедура handover, то есть вы непосредственно из рук в руки вам передают квартиру, образно говоря, то есть вы приходите на место, квартиру вашу проверяете, смотрите, чтобы не было каких-то недостатков, возможно, лучше прийти со специалистами, я часто советую, что за небольшую плату они проверят, чтобы все ремонтные работы были надлежащим образом выполнены. Ну и, конечно, часто дают гарантию здесь однозначно застройщики, поэтому этот момент, это уже техническая сторона вопроса, помимо того, что вы стали собственником, вам нужно проверить сам объект. Друзья, в этом моменте, когда вы проверяете, конечно, здесь важно проверить квадратуру. По закону есть, что если она сильно разнится, если у вас будут вопросы, можете подходить с этими вопросами отдельно в частном порядке на консультацию. Но если, допустим, она очень сильно разнится от первоначального заявленного или целевое назначение объекта не то, о чем вы согласовали в договоре, так получилось, что вам дают не то, есть это вопросы уже юридического плана. Но в данном случае, именно при получении квартиры, хотела обратить ваше внимание, что обязательно нужно ознакомиться с порядком проведения ремонта, завоза мебели, то есть там тоже есть условия, что вы не можете в любой день, как это в наших странах принято, делать свой ремонт или, допустим, завозить мебель, там всегда нужно брать согласование. Как правило, если у вас очень солидный объект, да и в принципе в целом вы должны брать согласование у менеджмента.
Друзья, это была основная информация по поводу заключения договора. Я также коснулась информации в целом по заключению контракта, когда вы уже согласовали самые основные условия на примере квартиры, да, покупки квартиры у застройщика. С вами была Айман Ескараева. Спасибо большое вам за внимание. Подписывайтесь на меня на YouTube. Всем пока!